Всем здорово! Честно говоря, я некоторое время раздумывал, делать этот видос или нет. Ну, потому что так или иначе, но большинство тундра-ютуберов и так уже многое рассказали о вертолетах в совместных боях, ибо только главным образом в них и играют. Да и на стримах показали, как играется на конкретных вертолетах и тому подобное. Но, с другой стороны, все-таки некоторые мысли у меня в голове бегают. Да и к тому же есть еще и чисто вертолетные бои, которые лично меня заинтересовали больше совместных. И кто еще про них расскажет, если не я? И чтобы просто не держать это дело в голове, и запилю видос, и дальше буду уже о другом снимать. Наверное, первым делом хочется вспомнить StopGame.ru, который на выход вертолетов сделал рекламный ролик, в котором вспомнил проблемный Хелиборн и его нехороший неткод. Да еще и как аргумент, что надо поэтому играть в вертолеты тундры. И это, конечно, сильно, но в то же время в самой тундре действительно таких проблем у нас, конечно же, нету. У нас же в тундре, ну так, разве что бывают неприятные моменты. Например, то, что с вертолета турить сильно мешают стелс-генераторы у вражеских танкистов. А то вот ты уже пустил ракету, держишь маркер на вражеском танке, а он в этот момент активирует свой стелс-генератор и исчезает. И по мне, надо это дело, конечно же, сильно понерфить, уменьшив время работы этого генератора. Ну, там расход энергии, например, увеличить, или емкость аккумулятора уменьшить. А по-хорошему стелс-генераторы вообще надо выпилить с 5-6 рангов и перенести их на 11 или даже 12 ранг. Ну, потому что сейчас это не исторично по времени, ведь у танков времен Холодной войны не было никаких стелс-генераторов, а то вообще получается, что у нас в тундре уже далекое будущее и технологии, как у Братства Нот и Стибериумных CNC. И хоть это и смотрится реалистично, но при этом не очень-то исторично. Так что на 10 и 11 ранг все это дело к танкам Мамонт и шагающим Титанам. Кстати, и который раз уже напоминаю, что надо понизить БРы танкам Мамонт, а то они сильно насасывают от шарообразных танков Империи Спиральных Рукавов. Поэтому, улитка, вы уж там примите срочные меры. Хотя, конечно, эти танкисты опять будут ныть, но что теперь нормально не спрятаться от вертолетов. Но, будь их воля, они бы и на БТ-5 поставили стелс-генераторы. Кстати говоря, может быть, даже и поставили какие-нибудь контрабандные. Просто я не замечал БТ-5 в танковых боях с вертолетами. А может, потому и не замечал, что они в невидимости все время были. В общем, улитки, примите волевое решение и уберите стелс-генераторы. А может быть, вы их уже понерфили, и я просто этого не заметил. А то ведь действительно в последних боях танки-невидимки мне что-то и не попадались даже особо. Ну ладно, теперь чуть серьезнее. У нас ведь все серьезно, да? Солидные люди играют в тундру, а не какие-то ужратые в говно подпевковичи типа меня. Так вот, помнится, еще незадолго до анонса вертолетов возникал вопрос, а в чем будет фишка вертолетов в совместных реалистичных боях? И на первый взгляд тогда все звучало очень даже хорошо, что это будет уникальный геймплей и будет возможность зависать над землей, и самое впечатляющее, с вертолетов можно будет запускать птуры. Наверное, после анонса вертолетов от этих мыслей у танкистов резко сжималось очко. И вот теперь, когда вертолеты появились, вдруг совершенно неожиданно выяснилось, что таки да, это, в общем-то, едва ли не единственный вариант геймплея. Это пускать птуры с 3, с 4, с 5 километров из режима зависания или на ходу. И это, в общем-то, все. Прочее вертолетное оружие в РБ практически-то и не нужно. Бомбы не нужны, неуправляемые ракеты, ну, это оружие скорее рассчитанное на удачу и просто по фану. Да, с их помощью иногда удается уничтожить, ну или на худой конец критануть какой-нибудь танк, но все-таки, скорее всего, собьют на первом же заходе. Тут скорее многое зависит от наблюдательности танкистов, нежели чем от навыков вертолетчика, который там что-то изощряется, облетает чуть ли там не полкарты, заходит с тыла, пока мазута перестреливается, и все равно многое зависит от воли случая. Это же не как в морских боях, когда с самолета видно все вражеские катера и эсминцы внизу вот на фоне воды, и можно, соответственно, просчитать, с какой стороны можно зайти так, чтобы вот не сбили. В случае с танкистами такое не пройдет, всех просто не разглядеть с воздуха, тем более, что есть еще и зенитки с РЛС, которые намертво захватывают вертолет, и тому уже нигде не спрятаться. И вертолеты на неуправляемых ракетах тут страдают еще больше, чем самолеты. У самолетов есть хотя бы скорость, а что есть у вертолета с нарами? Ну, разве что большая жопа, в которую легко попасть. Ну, а пушки с пулеметами нужны только для того, чтобы попытаться разменяться с вражеским самолетом, и не более того. Как дополнительная опция существует еще возможность захватить точку, но, честно говоря, это скорее способ надежно угробить свой вертолет в очередной раз. Даже если и не собьют, скорее сам расшибешься, зацепив какой-нибудь барахло на точке захвата. Но, как-то ни странно, в принципе, и этого уже немало для игры, и не так уж и плохо. И у меня есть такое подозрение, что просто-напросто
свою роль сыграло то, что в головах у людей, и отчасти у меня тоже, рисовались какие-то картины ураганного геймплея, но в реальности оказалось, что вертолеты — это просто еще один класс техники со своим геймплеем, и, в общем-то, уже даже прошли те времена, когда люди по-настоящему восторгались подобным. Все уже привыкли, и я думаю, что кому-то на тех же самолетах геймплей в совместных боях смотрится даже поувлекательнее, чем на вертолетах, поскольку с вертолета тут в прямом смысле в основном кемперство, причем кемперство очень сильно попахивающее геймплеем за арту из картофана или арматки. Ну, потому что на вертолете сейчас даже прятаться за складками местности нет никакой нужды. Тут наоборот как раз лучше, как можно выше забраться на высоту так, чтобы и зенитки не доставали, после чего и откроется изумительнейший вид на копошащихся внизу танкистов. Повторюсь, вот почти как из картофанского или арматовского прицела арты. Так что можно сказать, что у нас в тундре в общем-то уже появилась как таковая арта. Думаю, что теперь можно, кстати, действительно озадачиться и вводом в тундру и самой настоящей артиллерии и сделать ветки за буксируемые или самоходные гаубицы. Но об этом как-нибудь потом. К этому также еще можно добавить и то, что турение с вертолета даже историчным, честно говоря, не особо-то и назовешь. Ну, потому что пуски управляемых ракет все-таки предполагалось производить с высоты в несколько сотен или даже десятков метров, в зависимости от рельефа местности, имеющихся укрытий и выбранной тактики. А тут, как я уже сказал, наоборот, ты висишь на высоте в несколько километров, и чем выше, тем лучше. Но, конечно, в будущем нельзя исключать и того, что тактика вертолетов в тундре может и измениться. Это, наверное, только в том случае, если появятся зенитно-ракетные комплексы, с помощью которых можно будет почистить небо и тем самым заставить вертолетчиков действовать с малых высот. Тогда, может, в игре к тому времени заодно и появятся и мачтовые системы наблюдения, с помощью которых можно будет обордевать местность, не поднимаясь слишком высоко из укрытия. Но это, если все и будет, то еще очень не скоро, если вообще, конечно, будет, и неизвестно еще и каким образом сделано к тому же. Ну, потому что в этом случае схема взаимодействия еще больше выходит за пределы треугольника камень, ножницы, бумага, и что там уже будет, ну, совсем уж трудно предсказать. То же самое касается и возможного введения ракет воздух-воздух на вертолетах, ну, дабы у них было больше шансов в боях с самолетами. Если они появятся, то тоже непонятно еще, как это все будет смотреться. Но, честно говоря, сейчас больше хочется коснуться чисто вертолетных боев. Все-таки именно в них для вертолетов есть поле для развития, в то время как совместные бои ограничены только боевыми вертолетами, и я уже об этом как-то рассказывал. И сейчас, некоторое время поиграв в вертолетные бои, лично меня все больше и больше стало озадачивать то, что вертолеты ведут себя абсолютно одинаково как в аркадном режиме, так и в реалистичном. И это то, что довольно-таки сильно начинает портить аркадный режим вертолетов. Аркада ведь она на то и аркада, что все должно быть быстро и безболезненно. Сравните авиационную аркаду и РБ, то как там и там летают самолеты. Это ведь две большие разницы. И примерно то же самое на самом деле нужно и здесь с вертолетами. В аркадных боях вся эта реалистичная физика полета, она нафиг не нужна. А нужна динамика, драйв, ощущение скорости, пьяный угар в конце концов. В общем, действую по тому самому принципу, что аркаду нужно делать аркаднее, а реализм реалистичнее. Я напомню, что в соответствии с этим принципом в аркаде главный геймплей. В нашем случае крайне желательно вот тот самый угарный, быстрый, динамичный. А вот в РБ уже можно и об историзме подумать. И тут опять же в который раз в качестве ориентира смотрим на Хелиборн. Даже не на 3-й или 4-й Battlefield, а именно на Хелиборн, в котором вертолеты быстро набирают скорость с высотой и при этом достаточно легко меняют направление полета. А в тундре в это же самое время у вертолетов с этим как раз таки имеются проблемы. Ты не чувствуешь скорости, и ты не можешь быстро сменить направление полета. Вот вроде бы и поворачиваешь, но по инерции все равно летишь в ту же сторону. И только чуть ли не переворачивая вертолет, накренив его на 90 градусов, удается достаточно быстро развернуться. Но в этом случае, правда, уже моментально теряется скорость, которая и так-то ощущается слабо. В то время как в том же Хелиборне, опять же, разогнавшись, ты все-таки чувствуешь динамику. И, наверное, это главное, чего не хватает в вертолетных аркадных боях. К тому же, из-за слишком реалистичной физики полета в аркаде затруднительно использовать и вооружение. Те же птуры, если пускать их из зависания, то пока ты зависнешь, там вот сбросишь скорость, зависнешь, стабилизируешься, уйдет чуть ли не полминуты. В то время как в Хелиборне это дело происходит быстрее. Также довольно муторно заходить в атаку, отстреливая и неуправляемые ракеты или стреляя из пушек. Ну потому что приближение, во-первых, нормально тут не работает, и метка прицела для наров постоянно выходит за пределы
пределы. Да и опять же вертолет по инерции все так же сносит, и направление полета не выдержать. Не говоря уж и про интуитивно непонятное управление, в котором непосвященным надо еще и разобраться. Сюда также добавлю, кстати, еще один момент. Это то, что при виде из кабины нарами прицельно стрелять нереально. Ракеты летят хрен знает куда, выше, ниже прицела, и вот просто в каком-то случайном направлении. А меж тем, ежели бы они летели точно в перекрестие, то именно что при виде из кабины через прицел теоретически можно было бы точно накрывать залпами танки с достаточно большого расстояния, и тем самым сделать нары более играбельными и в танковых боях, и в вертолетных, где штурмовка — это важнейшая составляющая, ведь не только же вести воздушные бои с вражескими вертолетчиками. Я, конечно, знаю, что у тундра общественности уже есть довольно застарелая аллергия на ботов, там, ну, типа это неинтересно, их убивать и вот прочее. Ну, как будто бы эти люди вообще не играют в одиночные игры. Хотя, возможно, кстати, и действительно не играют. Но вообще в последнем обновлении, если судить по новостям, улитки добавили больше легкой техники и переработали респауны так, чтобы игроки могли выбирать, что для них лучше — крабить наземку или биться с вражескими вертолетчиками. Я, конечно, еще не успел это прочувствовать в должной степени, но это можно только приветствовать. Уж чего-чего, а нужно больше разнообразных целей, которые можно уничтожать не только птурами, но и пушками с нарами. Но, конечно, тут я скажу все-таки еще раз главную мысль, что по мне основная проблема аркадного режима вертолетных боев именно в физике полета вертолетов, которую нужно переделать и сделать более аркадной, динамичной и драйвовой. Без этого совершенствовать вертолетную аркаду будет довольно-таки стрёмным делом. Сейчас, пока идет ЗБТ, такое вполне возможно сделать, и тем самым также четко разграничить аркаду с реалистичным режимом. Вертолетные режимы и так сейчас являются скорее просто болванками, которые еще нужно обтесывать, доделывать, ну вот как полуфабрикаты, вот дорабатывая режимы, карты и условия игры. Я же вообще поначалу, когда их увидел на дев-сервере перед самым ЗБТ, если кто помнит, я тогда вообще подумал, что их в лучшем случае ведут только через один патч. Ну, настолько сырыми они казались тогда. Но, в принципе, это пока что все, что я хотел сказать. Про вертолетные реалистичные бои я уже рассказывал. В общем, пишите мысли про вертолеты в тундре, свои впечатления какие-то, даже если вы еще и не играли в вертолеты, а только вот смотрели на вертолеты через прицел танка или зенитки. Подписывайтесь, комментируйте, распространяйте видос. Напомните о том, о чем нужно напомнить, и до скорого!